Мы, в общем, поменяли локацию. Сейчас пойдем к Арай, у него посидим, покушаем, поболтаем. Потом, наверное, пойдем погуляем на набережке. Выпускница, одной из элитных выпускников моего университета была бывший президент. Нравится ли тебе Коко? На меня смотрит. Как ты выжил? Сейчас будем есть токпоки. Вот мне Арай готовит. Сейчас мы находимся дома у Арай. Так вот, хотела у Арай взять интервью по поводу обучения в университете Суган. Во-первых, Арай, хотела спросить, как ты познакомилась с Кореей? Почему ты решила поступать именно в корейский университет? У меня как такового интереса к Корее не было, но после второго курса бакалавра на летних каникулах мне посчастливилось. Я выиграла конкурс и проходила стажировку на заводе LG. И после этой стажировки мне понравилось. Корейцы сначала понравились, что они такие добрые, отзывчивые, трудолюбивые. Я тогда поняла, что если технологиям чему-то учиться, то надо у корейцев это учиться, потому что страна такая, которая без единых природных ресурсов, только на человеческих ресурсах добилась того, чтобы быть в списке развитых стран. Тогда вот после выпуска я решила, захотелось мне продолжить обучение, хотела поступить на магистратуру. Именно когда ты решила поступать в Корею, почему именно выбрала Суган, а не какой-нибудь другой университет? Сразу скажу честно, что я вообще, по идее, хотела поступить в КАИСТ, что у меня была техническая специальность. Суган у меня был всегда в приоритете, потому что он является тоже в списке топ-университетов Кореи. Один из самых элитных университетов Кореи. Наверное, еще я также рассматривала такие мелкие факторы, которые как расположение университета. И мне еще нравится то, что наш кампус, он не такой большой. Коко. Коко, ты интервью 싶어? Насчет, кстати, расположения хотела сказать. Действительно, расположение очень классное. Суган находится, можно сказать, прямо в центре Сеула, прямо посередине. Оттуда, мне кажется, вот в любую часть Сеула очень легко попасть. И вот классно то, что, например, сам район очень развитый. Ну, скорее всего, это из-за местоположения. Потому что, например, у нас студенческий район, вот эта вот улица, которая окружает университет, она не очень развита. У нас не так много щиктанок. Они, конечно, есть, но их не так много. Вот. А у вас, я смотрю, прям несколько улиц с щиктанками, с кофейнями. Ну, еще, когда я вообще Суган выбирала, я распечатала для себя список университетов, потом вычеркнула те университеты, в которые мне вообще даже, в которые незачем идти, потому что ни по моей специальности, там, никак не по адресу. И на тот момент еще выпускницы, одной из элитных выпускников моего университета была бывший президент. Пак Кын Хе, Да, бывший президент. на то время, когда я выбирала, рассматривала Суган, она еще правила, она была президентом. Вообще выпускников в Сугане очень много, выдающихся. Они в основном сейчас деятели в сфере экономики, политики. Один из таких выдающихся выпускников — это также CEO Hyundai Motors. Университет очень элитный. И, кстати, забыла упомянуть то, что Арай учится на такой же стипендии, как и я когда-то училась год назад. Учится по стипендии KGSP, Korean Government Scholarship Program. И хотела спросить, как ты думаешь, почему тебя выбрали именно как стипендиата? Большую роль сыграло то, что я подавалась на техническую специальность, что является в приоритете. Я подавала через посольский трек. Из 18 человек, которые проходили интервью, я была единственная с технической специальностью, остальные все были гуманитарии. И еще такой вопрос. При поступлении на KGSP, то есть знала, не знала английский, либо корейский языки? Корейский у меня был средний такой. Английский знала, и собеседование проходило сначала на английском языке. Пока не задали вопрос и сказали, что на него нужно будет ответить на корейском, до этого я отвечала полностью на английском. На моем факультете идет комбинация корейского и английского языков. То есть, research papers, у нас, короче, на английском, а презентации на корейском.
английском. У нас то же самое. Ну, У нас в Соган вообще не поступить, если вы не знаете английского языка, потому что при поступлении в корейский университет и на магистратуру требуется английский язык, то у нас и на бакалавр требуются высокие баллы. И раз мы заговорили о поступлении, хотела спросить вообще, как можно поступить в Соган? И есть ли какие-нибудь стипендии для иностранных студентов? Другие стипендии помимо KGSP тоже есть в нашем университете. С первого же семестра нужно будет хорошо проявить себя в плане успеваемости. Уже на бакалавре можно быть ассистентом профессора, можно от профессора получать стипендию, скидку. И можно также войти в студенческое сообщество. Это оплачиваемое волонтерство, где вы работаете, делаете рекламу, промоушен университета, ну или же другие там для университета что-то делаете. И это как бы зарплата за вот это волонтерство, она будет оплачиваться в виде скидки от стоимости обучения. Да, То есть это это очень во многих корейских университетах такое есть. А именно у вас, я думаю, тоже есть, да, языковые стипендии. Если топик 6-й год, то дают, например, 50 или 100% скидку на первый семестр. Максимум, наверное, 70% можно получить. Это только для успеваемости. Для студентов с выдающейся успеваемостью. Ну, самые элитные считаются это стипендия профессора. Профессор сам выбирает себе TA, teacher assistant. Выбирают чогё, и с этим чогё они выпускают там научные статьи, да? И это еще она не фиксированная у разных студентов, у разных профессоров, она варьируется тоже. Сам профессор определяет стоимость, сумму стипендий. Это может быть просто покрытие там части стоимости обучения, или же полностью покрывает стоимость обучения. Некоторые профессора щедрые могут еще и там карманные ежемесячные расходы тоже выплачивать. Еще вот хотела спросить, много ли у вас учатся русскоязычных студентов, то есть СНГшников на магистратуре, либо на бакалавриате по обмену? Не только русскоязычных, но и англоязычных. Других иностранцев в нашем университете очень мало. В принципе, как у нас. У нас вообще русскоязычных нет. Можно по пальцам посчитать. Ну и последний, самый главный вопрос. Нравится ли тебе Куку? Она меня смотрит. Нравится ли тебе учиться в университете Соган? И вообще нравится ли жить в Корее? Да, очень нравится. Ожидания и реальность, конечно, не отличаются. Намного. Я, конечно, очень много слышала до приезда сюда о том, что в Корее очень сложно учиться. Я примерно представляла, да, учиться как бы это нелегко, как бы везде сложно, но не думала, что в Корее это настолько сложно, что Да, просто это вот... Да. Но я привыкла. И мне очень сильно вот понравилась все-таки своего рода мотивация, когда видишь, смотришь на корейцев, которые вот прям так усердно учатся, тоже появляется желание учиться, развиваться, не стоишь на месте, кругозор расширяется. Да. У меня то же самое было в первом семестре. Когда я только приехала, у меня был такой, знаешь, шок от вот этой вот всей нагрузки, то, что у меня всего было, 6 предметов у меня было в первом семестре, плюс я еще слушала дополнительные предметы, 3 предмета я слушала на бакалавре. 6 предметов на магистратуре. Это потому что... просто... Вы знаете, когда я брала максимум 4 предмета в прошлом семестре, это мне тогда уже говорили, что это очень много для магистратуры. Да. Для бакалавра это еще нормально. Просто 6 предметов у меня было. 3 предмета были магистратура, 3 предмета были бакалавр. Потому что у меня были экстра кредитс из-за того, что у меня специальность отличается от моей специальности, на которую я обучалась на бакалавриате. Как ты выжила? В первом семестре я ходила как покойник, без сна, без еды. Мне было ужасно сложно, потому что я не могла еще привыкнуть к тому, что они используют 2 иностранных языка. Одно из таких сложностей обучения в Корее — это то, что ты учишься, читаешь, как бы исследования делаешь на английском, а презентуешь это все на другом языке. Даже на лекциях ты как бы просто смотришь на текст на английском языке и должна это сразу говорить на корейском языке. Как Арай сказала, после первого семестра начинаешь действительно привыкать к этому бешеному какому-то ритму, и действительно эта мотивация просто огромная. Ну, в принципе, на этом наше интервью подошло к концу. Сейчас мы выйдем с Арай, наверное, немного погуляем по набережке. Спасибо большое, Арай, за участие в этом видео. Спасибо тебе. Приходите в гости в Соган, поступайте в Соган. Пока-пока. Пока-пока. Подожди нас. 기다려.
miss myself, cause I just need you. Cause I just need you. The way you pull me, the way you pull me. Your summer cologne's got me free. Summer cologne's got me falling to my Коко. knees. I don't need much, baby. Милаш, I just need you right here next to me. Summer cologne's got me free. Summer cologne's got me falling to my knees. I don't need much, baby.